потусторонние ворвались в эфир. Монстры, которые преследуют людей. По их вине, по их безразличию и взглядам на жизнь. Но кто они и откуда? Да, мистер Харрис. Слушай, после того случая по телевизору кто-то почистил архивы телевидения. Я пытался найти что-то новое по этому феномену, но в итоге я потерял запись небесного дерева. Слушай внимательно. Ты должен знать то, что у этого канала есть свой Discord-сервер. Ты должен перейти по нему. А то я не поеду на дачу и не буду копать огород граблей. Переходи в Discord-сервер по ссылке в описании. Сначала узнаем про создателя этих монстров. Доктор Nowhere, или же на русском Доктор Нигде. Активную творческую деятельность он начал в 17 лет, с 2020 года. Он выкладывает в соцсети свои стрёмные фото и видео, вдохновленные работами Тревора Хендерсона. Будем разбирать видео Доктора Нигде по хронологии. Первое видео – феномен одного вареного. 13 августа 2003 года. Видео начинается с некого сообщения. Все материалы были подготовлены с разрешения персонала Ефрата. 228. Далее нас просят убедиться в том, что у нас есть такие вещи, как беруши, карандаш, ипотея, то есть бумага, и стандартная Библия, открыта на Псалме 91 на стиху 10. В следующем сообщении нам говорят: если вы услышите, как кто-то или что-то будет говорить на непонятном языке, обязательно вставьте беруши и напишите карандашом на бумаге: я вижу эту бумагу, я вижу свою руку, я не слышу криков тысячи людей, я не слышу звуков пиршества, я движусь, я дышу, я человек с планеты Земля. В одном из моментов поверх текста про инструкцию появится другой текст, который просит написать те же самые предложения, но наоборот. Я не вижу эту бумагу. У меня нет руки. Я слышу смех тысячи людей. Я слышу звуки пиршества. Я не могу и не хочу двигаться. После этих действий прочитайте 10 стих из Библии. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к твоему жилищу». Если у вас в голове до сих пор нечестивые мысли, молись. После этих ваших выполненных действий быстро связывайтесь с правоохранительными органами или властями. Те уже ведут определенное количество амнезиаков, которые сотрут память о определенных вещах. После этого вы можете жить обычной жизнью. Инструкция по спасению закончена. Феномен одного вареного. 13 августа 2003 год. Райское дерево. Райское дерево – это название документальной телепередачи, которую показывали в Пенсильвании. В ней ведущий рассказывал о природе и ее обитателях. Шоу закрылось из-за того, что ее ведущий погиб. Он скоропостижнулся нахрен, И позже шоу больше не показывали. Но 13 августа 2003 года на экранах телевизоров появляется 13-й выпуск этой передачи. Очень много числа 13. Далее зрителям вновь показывают фрагмент телепередачи. Только в момент ее показа в трансляцию ворвалось нечто. Нечто с расплавленным лицом. К зрителям это нечто обращалось на непонятном языке с теплым голосом. Расплавленный с теплым голосом. С теплым, завораживающим и в то же время пугающим голосом. Он получил название Фен 228. Его появление сопровождалось кадрами видеонаблюдения из больничной палаты. Зрители напомнили, что Фен говорил на английском, однако его понимали люди, не знающие этот язык. Дальше нам покажут момент, с которого начался кошмар. Для безопасного просмотра кто-то отредактировал запись для безопасности. Запись пустили в обратную сторону, а звук заглушили. Также рекомендовано смотреть эту запись в специальных очках. Вызвать появление моего существа в будущем. Ты будешь спать и умрешь. Я буду рядом и присмотрю за тобой. Когда ты проснешься, ты не сможешь жить какой-либо частью себя. Когда твои врачи в конце концов найдут тебя, они не увидят меня, но ты увидишь. Они увидят только тебя. Эту трансляцию назвали 813. Кстати, август – это 8-й месяц по счету, а 13 – это число, когда произошла эта трансляция.
Увидели и посмотрели эту трансляцию 530 человек из южной части Пенсильвании. У этих людей появились признаки паранойи и дискомфорта, который вызывало у них присутствие фена. Эти люди не могли забыть жуткий образ этого существа, а некоторые продолжали слышать его голос. Одна из жертв, пожелавшая остаться неизвестной, говорила о том, что это существо жило в его мозгу, а перед сном трубы заиграли музыку. Но это только начало. Здесь с этим точно связаны власти. Тем более, штат остался без электричества. Не только у нашего штата отключили, этот блэкаут везде. А у тебя есть электричество? У нас, у меня в доме генератор. Как думаешь, это надолго? 14 августа 2003. В этот день на телевизионной станции была аномальная частота, и когда ее обнаружили специалисты, отделение Ефрата приказало отключить все источники энергии, и чтобы фен больше не смог терроризировать новых людей. Без энергии остался не один только штат Пенсильвания, но и несколько районов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Огайо и Канады, создав блэкаут 2003 года. Реальное событие, между прочим. Северо-восточное отключение электроэнергии 2003 года было широко распространенным отключением электроэнергии в некоторых частях Северо-Востока и Среднего Запада Соединенных Штатов, а также в большинстве районов канадской провинции. В четверг, 14 августа 2003 года, начавшимся сразу после 16:10 по восточному времени. Последствия. Из-за этого блэкаута пострадали больше 50 миллионов человек, а погибло почти 100. Если что, это все реальные события, а автор просто сюда подвязал своего монстра. Возвращаемся к видеоролику. Во время блэкаута компания Ефрата почистила все, что связано с этой трансляцией 813. Сообщения, выпуски новостей и какие-либо упоминания о ней. Но, как позже заявили власти, причиной блэкаута стали деревья, упавшие на линию электропередач. Этот момент наступил. Спустя 12 дней с момента блэкаута в Пенсильвании произошел приток псевдокомы. Пострадали 509 человек. Псевдокома, или же синдром замкнутости, это состояние, при котором пациент осознает, но не может двигаться или общаться вербально, из-за полного паралича почти всех произвольных мышц тела, за исключением вертикальных движений глаз и моргания. Власти после такого притока редким заболеваниям стали вести расследование. Объединяла всех пострадавших только одна очень странная вещь. 13 августа они смотрели телевизор. Люди не могли ничего сказать, что с ними произошло. Они могли только моргать, таким образом общаться с помощью азбуки Морзе. Следствие опросило около 60 пострадавших. Среди этих 60 человек самым информативным оказался старичок Джоб Замперини. Он был ветераном войны и поэтому успешно владел азбукой Морзе. Он попросил, чтобы его настоящее имя в интервью заменили на его псевдоним. С ним была еще одна зацепка. Когда к нему в гости приехал внук, на заднем дворе Джоба он сделал необычную фотографию. Когда его родственники заметили эту фотографию, они обратились к священнику, который осветил его дом. На этой фотографии был фен. Но, к удивлению, это фото было безопасно для просмотра, но имеет при этом аномальную природу. Замперини утверждал, что что-то ворвалось в его жизнь, угрожают карами и следят. Далее мы посмотрим интервью с Джобом в больнице. Здравствуйте, мистер. Я офицер Гомес. Я хочу надеяться, что у вас все в порядке. Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов, которые касаются вашего состояния и нечто в доме, о котором говорила твоя семья? Хорошо. Первое и самое главное. Замечали ли вы какие-то симптомы до потери подвижности вашего тела? Лицо? Когда вы начали замечать это лицо? Интересно. Многие из увидевших эфир 13 августа говорили, что у них были тревожные галлюцинации. Вы не думаете, что это создал ваш разум? Не могли бы вы, пожалуйста, описать лицо? Я не вижу его. У вас были другие галлюцинации, кроме этого лица? Мне жаль это слышать. Эти крики не заканчиваются? Спасибо вам. Вы проливаете свет, но это поможет больше, чем ты сам.
Он делает только хуже для меня и моей работы. Не думаю, что ты простишь меня, но мне нужно. Во время их диалога появляется скрытое сообщение на азбуке «Никого, кроме меня и тебя». А также на табличке появляется сообщение «Я вижу тебя». Далее начинается финальное послание феномена. Слушай внимательно. Ты слышишь это? Ты услышишь смех тысяч людей, когда откроются небеса. Ты услышишь, как труба играет свой счастливый звук. Обжигающая кровь жизни прольется на всех нас. Вместе мы будем по-прежнему. Месть теперь для короля. Вместе соединенной любовью и чистейшей связью. Будьте спокойны. Теперь перейдем к самой популярной теории по этому видео. Теория говорит о том, что вареный Фен 228 это дух сержанта японской армии. Давайте поподробнее. В одном из моментов видео появляется сообщение на японском языке. В этом сообщении упоминается птица Ватанабе. Такое прозвище носил японский сержант Мацухиро Ватанабе. Во время войны в военно-пленном лагере он издевался над военнопленными. Одним из них был Луи Замперини, который еще и был военным летчиком. Ватанабе позже стал военным преступником. Но ничего знакомого нет, правда? Фамилия пленного и деда из интервью совпадают, их биография совпадает. Это что, один и тот же человек? Да ну! Ватанабе до блэкаута погиб, поэтому Фен 228 может быть вполне духом, который продолжает издеваться над людьми. 2005 год. Тут целых 3 видео в одной хронологии. Первое видео из себя не представляет никакой информации. Рука просто бьет по экрану, а монстр стонет. Следующее видео по хронологии «Заводить друзей». Видео сначала говорится о хороших детях, которые встают рано утром и играют. Позже в видео общаются 2 пользователя. В видео мы от лица пользователя, который общается с Доминик 9999, смотрим за происходящим. Доминик оказывается очень странным в разговорах и спамит просьбы позвонить ему. Нам это надоедает, и мы все-таки звоним. Тело на камере начинает танцевать, а позже будет сообщение. Это не имеет никакого смысла, все внутри исчезло. На камере также появляется сердце, но чье оно? Привет. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Пожалуйста, уходи. Пожалуйста, уходи. Иди.